предсказания Нострадамуса на 2022 год вызывают определенный интерес не только среди ученых и исследователей, но и среди простых людей. Еще при жизни многие его пророчества сбылись, а в своих произведениях он изложил в зашифрованном виде события, которые с большой долей вероятности произойдут в мире через много лет. В чем ценность предсказаний Нострадамуса? Мишель де Нотр-Дам, известный также как Нострадамус, великий французский астролог, врачеватель, алхимик и пророк, жил в первой половине XVI века. У большинства людей его имя ассоциируется именно с предсказаниями, и на это есть весьма веские причины. В основе творческого наследия Нострадамуса 10 центурий, связанных между собой преданий, состоящих из 942 катренов, четверостишие, рифмованные строки, имеющие логическое завершение, а также предисловие к ним, письма сыну Сезару и королю Генриху II. Колоссальный труд называется «Предсказания Мишеля Нострадамуса». К сожалению, до наших дней дошли всего 4 центурии, которые содержат дополнения и незначительные отличия. По мнению толкователей, Мишель де Нотр-Дам сделал предсказания на несколько тысячелетий вперед. Отличительные особенности толкований Нострадамуса: осмысленность, глубокая продуманность и сложность. В качестве основы астрологические расчеты. Французский алхимик верил, что история человечества циклична, поэтому создавал свои пророчества на основе этой теории. Значительная часть катренов относится к прошлому, но учитывая цикличность событий, астролог подчеркивал их высокую вероятность в будущем. Стоит также отметить, что в своих предсказаниях Мишель де Нотр-Дам часто говорил о природных катаклизмах, которые чуть ли не обрушатся на планету. Сейчас человечество гораздо чаще, чем раньше, сталкивается с землетрясениями, цунами, извержениями вулканов и другими бедствиями. По мнению Нострадамуса, ситуация будет только ухудшаться. Предсказания о природных катаклизмах. Творческое наследие французского пророка является обширным полем для деятельности ученых и экспертов. Большинство специалистов оценивают точность пророчества Нострадамуса в 70–80%. Правда, каждый из них по-своему трактует туманные и завуалированные изречения. Как и другие прорицатели, Нострадамус много говорил о перемене климата, о том, что в 21 веке человечество столкнется с небывалым количеством стихийных бедствий, несущих за собой разрушения. Глобальное потепление. В своих трудах французский пророк неоднократно заострял внимание на этой проблеме. Он говорил, что в 21 веке температура поднимется, отчего начнут стремительно таять ледники, начнется засуха, и жители северных регионов вынуждены будут бежать в поиске подходящего места для жизни. В Европу придет небывалая жара, повсюду будут полыхать природные пожары, все живое будет уничтожено огнем. Нострадамус предупреждал, что последствия будут настолько масштабные, что из-за дыма и смога люди потеряют Солнце и Луну. При этом череда природных катаклизмов будет переходить от одной крайности к другой, от масштабных пожаров до многодневных ливней. Дожди будут настолько сильными, что приведут к потопам во многих странах. Больше всех пострадают Океания и Австралия. Предрек французский пророк и землетрясения, которые начнутся после извержения вулканов. Но самым зловещим пророчеством считается невиданной силой цунами, которая появится после того, как на планету упадет комета. В результате больше всего пострадает африканский континент, где начнется голод и болезни. Прогнозы в мировой экономике. В 2022 году состояние мировой экономики стабилизируется. По крайней мере, так эксперты трактуют катрены Нострадамуса. Правительствам многих стран удастся поднять уровень жизни многих слоев населения и снизить уровень безработицы в своих странах. Благодаря повышению уровня жизни улучшится и демографическая ситуация в стране. Многие люди начнут осваивать новые виды заработков.
Также, исходя из предсказаний Нострадамуса, в 2022 году станут востребованными ремесленники и люди, работающие на Земле. Другие предсказания Нострадамуса на следующий год. Трактовать и расшифровывать труды французского провидца достаточно сложно. Он никогда не называл конкретные даты и страны, говорил завуалированно и запутанно. Тем не менее, большинство его предсказаний сбывается. Взять хотя бы природные катаклизмы, которые происходят на планете. Он видел, что во многих странах начнутся проливные дожди, возможны даже потопы. Он предвидел, что в Америке начнутся разногласия внутри страны, и Соединенным Штатам придется уйти с мировой политической и экономической арены, чтобы урегулировать внутренние конфликты. По предсказаниям Нострадамуса, в мире исчезнут языковые барьеры, возможно появление новой религии, абсолютно иной или путем объединения мировых. Предупреждает французский алхимик и о вероятном изменении орбиты Земли под воздействием космических факторов. Что касается недалекого будущего, то в 2024 году на планету обрушатся крупные техногенные и экологические катастрофы. Стоит ли верить Мишелю Нострадамусу? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, кто-то и сам себе не верит, а что уж тут говорить о каком-то французском мыслителе. Еще при жизни труды Нострадамуса подвергались критике, астрологи указывали на многочисленные ошибки, а самые первые его пророчества не сбывались, что принесло автору серьезные неприятности. Тем не менее, современные эксперты считают, что пророчества Нострадамуса сбываются с вероятностью в 70–80%. А исследователи и историки считают, что пророчества являются ярчайшим примером средневековой мистики и эсхатологии. Сейчас человечество гораздо чаще, чем раньше, сталкивается с землетрясениями, цунами,